Hi, this is Jean-Claude Van Damme, Global Business Forum. Американская мечта — это надо обязательно улететь в Америку. Я почему-то думала, что я стану MTV-звездой. Вы как хотите, я в Англию приехала не домработница. Я приехала сюда реально стать кем-то. Вкладываем. Уже и 300 тысяч за год. Уже 300. 0 продаж. 0 продаж. Шварценеггер у нас отпал. Год мы работали над этим проектом. Не видели свои семьи. Я говорю, я даже замуж не вышла за год. Я забыла, что такое личная жизнь. Всем привет! Сегодня у нас в студии Асель Садыкова, автор книги «Делай свою часть». Асель также очень часто, я знаю, вы ездите и являетесь спикером на всевозможных мероприятиях, посвященных развитию личности. И я также видел вас, помните, была передача у Тимура Фазиева. Бизнес-эколята. Да, мы тогда с вами первый раз встретились. Да. Вот, и тогда вы произвели на меня впечатление. Я все думал, вот интересно, как там на самом деле, какая история, что за бизнес-вумен и чем вы занимаетесь. Поэтому вот решил вас пригласить ко мне на YouTube-канал. Асель, расскажите, с чего вообще начался ваш путь? Чингис, прежде всего, спасибо. И мне нравится ваш канал тем, что, просмотрев все до прихода сюда, я получила огромную пользу для себя. Даже имея огромный опыт и в бизнесе, и как-то в сфере развития человеческого потенциала, я получила очень много полезного. Поэтому, Чингис, я надеюсь, вы будете также каждую неделю выпускать выпуски Стараемся. очень полезные и интересные. Я надеюсь, что сегодняшний тоже подкаст даст людям, может быть, какой-то нехватающий пазл, возможно, в бизнесе, возможно, где-то в карьере и так далее. Поэтому спасибо и рада быть здесь сегодня. Отлично. Ну, Асель, расскажите, как вот вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь? Об этом, кстати, тоже много можно Да, я говорить. всегда вот говорю, что когда люди спрашивают меня, говорят, Асель, вы, наверное, родились с золотой ложкой во рту, или, может быть, вы, когда родились, счастливая звезда светила, и Ага. вот так вот вам подфартило, и вдруг вы оказались в Лондоне, построили там карьеру, потом стали спикером мирового класса, потом инвестором по недвижимости. Кстати, я тоже занимаюсь недвижимостью очень давно, и коммерческой, и частной, в том числе и в Великобритании, в Казахстане, в Кыргызстане. Но на самом деле я всегда говорю, что независимо, где ты родился, в какой стране, сколько тебе лет, какого ты пола, Мгм. абсолютно любой человек может прийти, наверное, к тому, к чему он стремится, учитывая, что он использует правильные принципы и правила. То есть того же самого достижения. Сейчас очень много разговоров идет про успех. Люди говорят Мгм. об этом, люди ищут мотивации, но нужен определенный стержень обязательно. И вот много лет назад родилась я в обычной семье, выросла в Мгм. поселке Актюс, где Кемин в горах. Ого. Такой вот поселок, окруженный горами, очень красивый. Поэтому мы выросли практически там, бегая по горам. И, Я, кстати, э, там был. У нас велогонка была, да, там очень Ашу и что-то красивое такое. место, и это был вот такой маленький поселок, где я выросла. Поэтому, но с детства была всегда мечта, что вот когда я вырасту, у всех разная причина, почему они хотят чего-то достичь. Моя причина была мои родители. Мне всегда почему-то хотелось, чтобы вот родители увидели весь мир, чтобы они жили в хорошем доме, чтобы они там, у папы была хорошая машина. Вот как-то вот такие были мечты. Поэтому я почему-то думала, американская мечта — это надо обязательно улететь в Америку, Ага. и там я почему-то думала, что я стану MTV-звездой. Не знаю почему. Потому что MTV было Да, очень популярно. да, в Я наше время считаю, что MTV. это вообще И я самый стала крутой всем, сериал. да, друзьям говорю, слушайте, Ага. в общем, у меня такая цель полететь стать MTV-звездой. Ну, вот так вот сложилось. До Америки я не долетела, но долетела до Англии. Каким образом вообще? И, Как можно было в те годы улететь в да, Англию? и, кстати, Чингис, 2000-е года, начало, Ага. я не знаю, помните вы это или нет, был прямой рейс британские авиалинии Бишкек-Лондон, Серьезно? Хитроу. Я То вообще есть не это было знал так этого. давно, это прямой рейс. И вот мне отказывали в визе раза 2-3. И когда все уже сказали мне, друзья, подруги, что, слушай, ну, не дадут визу, как бы, наверное, это все-таки... Расслабься, да? Да, а я пошла в 4-й раз, мне визу дали. И вот я, молодая девчонка, начало 2000-х только сажусь в самолет, прямой рейс. У меня Мгм. в кармане, я помню, $100 было. И Для Лондона это очень мало. оплаченный месяц аренды
комната. В общем, вот и все. И ни друзей, ни знакомых, английского практически нет, да, ну вот базовый со школы. Я сажусь в этот прямой рейс, пакую свои все вещи в эти, вот эти, как их называют, барахолка, сумка клетчатая. Да-да-да, клетчатая, Полностью туда все вещи квадратная. пакую. И такая за своей американской мечтой в Англию. То есть без планов, без какой-то Да, и вот конкретики. месяц у меня все было, есть $100 в кармане. Я помню, я сажусь, Боинг, он был практически пустой. Там, я не знаю, сколько человек сидело, но точно не больше 10, может быть, человек сидел. Вот такой вот пустой самолет. Сажусь, и Бишкек Хитроу. Он где-то на заправку, наверное, останавливался, скорее всего, на заправку, но прямой. Вот я как села на этом месте, я сидела, и я помню, еще проходит эта тележка duty free, и там такие духи Шанель. А я думаю, вау, это же то, что вот по телевизору никогда в жизни у меня не было духов Шанель. И я говорю, how much? Они говорят, $100. Я говорю, у меня как раз $100. И купили Шанель, о господи. Купила духи и думаю, вау. Ну, я, кстати, ими никогда потом не пользовалась, мне запах не понравился, но они у меня 10 лет на полке простояли, как память, такая реликвия моего первого перелета в моей жизни. И вот молодая девчонка, я пролетаю аэропорт Хитроу, огромный, а я в своей жизни, кроме Бишкека, там, Иссыкуля и вот Актюза, ничего не видела. Я пролетаю, я даже не знаю, что там люди с чемоданами, а у меня два таких баула клетчатых. Я даже не знала, что есть тележка, я тащу их на себе. Потом кто-то мне подсказал, just use a trolley, там есть на тележке. И вот я сажусь в метро, Хитроу, проезжаю, вот 2000-е годы, Лондон совершенно другой. Сейчас вот Лондон совсем другое место. Я вот проезжаю в метро и выхожу в Seven Sisters район, 7 сестер называется. Это такой самый, скажем так, неблагополучный, ну, один из самых неблагополучных районов Лондона. То есть он, во-первых, дешевый очень, потому что там живут только мигранты, сомалийцы, нигерийцы, ямайцы, все. Я выхожу и думаю, вау, такое ощущение, как будто я в Африку попала, а не в Лондон. И все, я думаю, вау, я на английской земле, я поверить не могу. Я вышла вот так вот, встала и думаю, стою, и как будто вот весь мир остановился. Я, эти мои 2 сумки, 2 баула, я, девчонка молодая, еще помню, короткой юбке, такой-то, в майке. И думаю, вау, я на английской, на королевской земле. И все, и потом никто не берет на работу, ну вообще. Никто не хочет брать на работу. Отказывают. Я резюме сижу, тогда интернет 50 центов за час. Какой-нибудь интернет-салон, да? Да, это интернет, да, маленький, мини, там одни сомалийцы, я помню, управляли, и денег уже нет. Я захожу, я говорю, плиз, говорю, мне нужен интернет, говорю, half an hour, полчаса, мне прям резюме, мне так нужна работа. Отправляю, никто не берет на работу вообще. Вот. И я нашла там в кафе работу посудомойщица. И все, и начался мой путь. Я мою посуду, обычная мигрант, девчонка. Но что было? Вот я всегда говорю, почему стержень? Потому что вот несмотря на то, что вот ты моешь посуду, и ты понимаешь, никто тебя на работу брать не будет, у тебя английского нет. Англичанам ты здесь и близко не нужна. Как бы никто не мечтает тебе дать работу. Но вот это вот стержень внутри, я не могу вернуться в Кыргызстан и сказать, слушайте, мне ничего не вышло, я пришла обратно, я ж уезжала с таким, со всеми прощалась, и говорила, слушайте, все, я вернусь тут суперзвездой, и думаю, я не могу. И вот мне вспомнились слова, опять же, и Вероники Тан, и вот моих больше учителей, которые там уже оказали, наверное, такую поддержку в плане знаний, мудрости, когда они говорили «success leaves clues», успех всегда оставляет следы. Я думаю, слушай, ну есть же богатые люди, вот я мою посуду, ну проезжает же Ламборгини, да, там, кто-то живет же в этих особняках, есть же какая-то формула, есть же здесь какой-то. И начался вот этот поиск. Естественно, тогда, 2000-е годы, Чингис, сейчас семинары везде, YouTube полный, ТикТок, тогда нет такого. Тогда 2000-е годы. телефон надо было брать со стола, чтобы звонить. Да, и тем более, чтобы, Ютуба нет. Где? И, естественно, у меня только единственное в голову прошло библиотека. А хорошо, все это там бесплатно в Лондоне. У меня выходной один день, понедельник. Хорошо, меня на работу посудомойщицей быстро взяли. И я там лучшая посудомойщица у них. Они мне премиальные. Я говорю, я мою посуду в 2 раза быстрее, чище. И на эти деньги я купила себе, накопила деньги, помню, костюм свой первый, за 5 фунтов, желтый такой яркий костюм. И у меня понедельник, выходной, единственный день, я одевалась в этот костюм и ходила по улицам Лондона. Просто ходила и смотрела, и думала,
какой бизнес, какой продукт этим людям залетит, вот Ага. что им можно продавать, Мгм. как мне разбогатеть, потому что у меня в голове только одно было: я хочу стать богатой, точка. Я не хочу просто заработать какие-то деньги, мне нужно было стать богатой. Вот такая вот мысль. И я хожу, думаю, что этим людям надо продавать, какой товар. Я смотрю на эти улицы, на дома, на эти машины, на англичан. Просто изучаю. Целый день вот по улицам гуляю. Пошла в библиотеку, набрала стопку вот таких книг. Роберт Ага. Кийосаки, Ричард Брэнсон, Дональд Трамп, Тайкун, Магнат, вот это все. Я читаю Все на надо мной. английском. Ну да, а английского языка нет, словарь. И каждую страницу по 3 дня я читаю, подчеркиваю, и формулу ищу я. Я ищу, где, что. Помню, я гуляю по улицам Лондона, и в один из таких дней где-то проходит, может, год, наверное. Ого, целый Много, год. да. И я помню, гуляю в районе Elephant and Castle. И прохожу и смотрю, уже неоднократно на том районе прохожу, когда по улицам есть такой вот отель, частный отель, Мгм. бутик-отель. И вижу, что людей всегда много, заходят, выходят, людей много, то есть у них нет дефицита в клиентах, это понятно. Но ресторан, вот там был стеклянный, у них этот такой витражный Мгм. Пустой. всегда пустой, всегда пустой. А я прохожу пустой, людей много, почему ресторан всегда? Ну, никто не ест, никто не пьет, все ходят через дорогу туда. Имея свой аналитический ум, я подумала, ну, наверняка он мог бы зарабатывать больше, если бы в ресторане они все ели у него, у Логично. хозяина. Я зашла, набралась смелости, пришла и говорю: здравствуйте, менеджер, есть у вас, кто у вас тут хозяин? Она говорит: зачем мы хозяина у вас не можем провести, что вы хотели, работу? Я говорю: да, работу, но у меня есть еще одно бизнес-предложение. Они говорят: какое бизнес-предложение? Я говорю: ну, мне это нужно обсудить с вашим руководителем. Руководство. Ага. Говорит: не, мы не можем, мне говорите там на ресепшене. Я говорю: нет, я вернусь, когда мне нужно все-таки с руководителем. Первый раз как бы они меня отправили, обратно гуляю, на следующей неделе обратно зашла. И на третью неделю где-то оказался сам руководитель, сидел и пил чай. Это был турок, его, по-моему, звали Левент Бей, если я не Ага. ошибаюсь. Такой блондин этот, такой в возрасте, и пьет кофе. И я зашла, говорю: о, вы, говорю, руководитель? А он говорит: да. И я говорю: вы знаете, вот меня зовут Асель, я вообще из Кыргызстана, но я тут часто прохожу, и я заметила одну вещь, что у вас людей много, клиентов, а никто не ест в ресторане. Почему? Он такой говорит: а почему ты у меня спрашиваешь? Я говорю: дело в том, что мне кажется, у меня есть идея. Он говорит: какая идея? Как заполнить ваш ресторан? Он говорит: хорошо, присаживайся. Он попросил кофе, присаживайся, рассказывай. Ну, Ага. думаю, молодая девчонка, амбициозна, может быть, что-то. И я говорю: вы знаете, давайте сделаем так. Ага. Я, в принципе, хорошо готовлю еду, и я готова работать день, ночь, мне не нужны выходные, не нужна зарплата. Но я здесь сделаю, мы можем здесь сделать кыргызский ресторан. Кыргызский? Да, кыргызский Ага. ресторан. Он говорит: кыргызский ресторан здесь, в Лондоне, как-то вот так он, ну, в общем, не особо идея ему залетела, честно говоря, он как-то так, да нет, наверное, ну. Он говорит: тем более эти, не знаю там какой. Я говорю: ну, будем как бизнес-партнеры, в общем. Это Ага. самое. Не наемный сотрудник. Да-да. Ага. И он, естественно, он эту идею, скажем так, не купил, и он как-то так скептически отнесся. И он говорит: нет. Отказалась. В следующий раз я зашла, я точно не помню уже сколько раз, и я сказала: хорошо, возьмите меня на работу. Какая работа у вас есть? Ну, должность мыть, убирать комнаты. Хорошо, я буду убирать ваши комнаты. Возьмите меня горничной. И я Ага. устроилась горничная, мыла комнаты туда-сюда, но это делала лучше всех. Я же говорю, наверное, у меня вот это вот стержень, когда я за что-то берусь, я делаю это с душой, с любовью лучше всех. И вот через некоторое время я говорю: вы теперь меня знаете? Он говорит: я же тебя не знаю, как делать бизнес с тобой. Я говорю: теперь вы меня знаете? Да. Вы поняли, какой человек? Да, давайте делать бизнес вместе. Давайте раскрутим. Какая идея? Давайте здесь сделаем тапчаны, сделаем Кыргыз-хаус ресторан. Назовем. Кыргыз-хаус ресторан. Он говорит: ну, и вот так он согласился. Give Согласился. a chance, да, dать шанс. Дать шанс. Ага. И тут началось. Я же говорю, без выходных, без ничего. А я думаю, как это сделать правильно. И напротив, через дорогу смотрю китайский ресторан, где написано eat as much as you like. Ага. Ешь сколько хочешь. $5.99. Ешь сколько влезет, $5.99. Я говорю: о, вот это классная идея, нашим кыргызам это понравится. Также написала этот буфет, $5.99, ешь сколько влезет. Копи-пейст, да? Да, я говорю, обычно китайцы нас копируют, мы тут китайцев копируем. Я готовлю, здесь приношу плов, манта, тут кыргызская еда, и тут через некоторое время Чингис образовалась в очередь.
вдруг как-то из уст в уста передавать начали, и длинная очередь образовалась. Все хотят попасть. Даже приходил тогда премьер-министр, он был, или министр иностранных дел, Жомарт Турбаев. Да. Те времена. Он тогда, или он уже, по-моему, был там в Англии, работал, он то ли послом был, вот что. Евразийского банка, по-моему. Даже он приходил, поздравляли. О, вы, Асель, молодцы, здесь русские этот первый открыли туда-сюда. Ну, не я-то открывала это. У Ага. Левенбе, скажем так. Бизнес-проблема какая возникла? Так как не было ни опыта, ни в бизнесе, Чингис, просчеты, естественно, надо же все это, форкаст делать. Это сейчас мы знаем, а тогда откуда? Ага. Ты на энтузиазме. Юнит экономик. Бизнес, да. Вот именно. Это все мы не знаем. Естественно, что очередь огромная, сметается в буфет за 3 минуты. Опять я там и готовлю, и официант, и приношу, и встречаю гостей. Ну, там помощника себе одного кыргызского взяла парнишу. И еще одна женщина с России, она помогала картошку чистить там. Ага. Остальное я все сама делаю. Опять же, не знаешь, делегирование. Ну, это же все бизнес-основы. И чем все И закончилось? очередь, топчаны у нас всегда очередь. Все, толпа людей, все красавец, ресторан. Прям это самое. И в один день Левенбей пришел, говорит, ну, в общем, ты, Асель, говорит, молодец, конечно, но ты ни черта не соображаешь в бизнесе. И я говорю, ну да. И ну каким-то образом так уж получилось, что нас выжили. То ли потому, что там шел хорошо бизнес, и понятно было, что не нужны никакие партнеры. Но я не осуждаю, потому что это был лучший урок, Чингис. После этого же я пошла и сказала, я стану лучшей бизнес-вумен. Я пойму эти основы бизнеса. А он нас, в общем, выжил. В общем, разорвали договор аренды. Да. И он раз отправил меня с благословением. Сколько В общем, проработали? ну, 2 года, может быть, точно, 2 наверное, было, года да. в ресторане. Но потом он его расширил, там, Кыргыз-хаус, потом он сейчас, по-моему, стал, если я не ошибаюсь, Кыргыз-Казах-хаус ресторан, уже большой, сзади расширили, очень большой ресторан сделали. Вот, Мгм. но имеется в виду, так вот начинался, наверное, мой пробный путь к бизнесу, когда я поняла, что, надо еще понимать цифры, не только энтузиазм, там нужно еще понимать цифры и так далее. Но брендинг делать, маркетинг, customer service я умела делать лучше всех, поэтому там был такой бум. Потом Мгм. пришли кыргызы, выстроились в очередь, казахи, узбеки, все говорят, о, Асель, столько еды за такой маленький день, так вкусно, так уютно, сидят на топчанах, никто уходить не хочет. Вот этот, кто скучал по дому. Вот так вот начинался мой путь, и потом, когда ушла оттуда, я поняла, что, надо учиться, надо знания получать. Потом я работала на разных работах. Ну, опять же, мигрантская жизнь. Где-то там домработницей, официанткой, бармен, все на свете. И в один из таких дней, я помню, я устроилась домработницей к очень богатым англичанам в Мгм. Краученд. У них там родители лорды в парламенте, которые сидят вообще такие. И они меня взяли. Из всех вот этот конкурс, они меня берут. Говорят, вот, Асель, ты зашла, девчонка такая, улыбаешься с желтым шарфом, мы тебя берем. Я говорю, без этих рекомендаций я устроилась к ним. И вот тогда, наверное, я поняла, как богатые люди, англичане, вообще делают свои дела. Это вот, я Ага. говорю, Аллах меня сам взял и туда к ним. И у них работала домработница. И вот в один из таких дней, но поиск продолжается. Чингиз, моя мысль, я хочу стать богатой. Ага. Она не, как бы, Не дает покоя. да. Это И уже сколько лет прошло с теперь уже момента? прошло, года, может быть, 4, наверное. Ого. Ну, то есть время идет. Не сдаетесь. Да, и я все это время продолжаю читать эти книги. Сижу, маленькая каморка 2 на 2 я арендую. Почему я начала вот интересоваться недвижимостью? И потом вот эта инвестиции меня так вот захватили, потому что вначале я просто хотела иметь свой дом. Вот ты живешь в Англии, эту каморку я еще снимаю, чтобы, Чингис, понимание было, у ганийцев. В общем, семья ганийская. Ганийцы, такой, ну, там же район одни с Африки все. Ага. И я у них снимаю вот эту комнатку одну. Ага. А там они готовят еду, там каждый день эти специи, запах, вообще не заснешь. Короче, самый дешевый вариант был этот. И я сижу и думаю, мне нужен свой дом. И они еще, знаешь, отделили меня так, что я сама плачу за свой свет и газ. Там отдельно вообще все это провели. В общем, газа нету, света нету, у меня там холод. А в Англии, если ты не топишь, там сырость, дня за неделю все покрывается плесенью. Просто там Да. сырость невероятная. И капает с потолка конденсат. Я в одежде сплю и думаю,
Нет, блин, ну, наверняка, говорю, думаю, есть какой-то путь, а желание уже вернуться домой. Уже думаю, домой, в Кыргызстан, родные, Где близкие, сухо и тепло. тепло, да. И тут я сижу, и тут, конечно, холодно, но я сижу, эти книги ночью читаю. Света нет, вот этот светильник, лампа, то свечка. Я читаю эту книгу страницу за ищу. Я помню тогда вот Кийосаки я начала читать книгу. Кстати, из-за него я начала инвестировать в недвижимость. В этот момент, если бы ангел какой-то спустился, сел на плечо и прошептал бы, да, там, Асель, держись, да, потому что в один из дней ты с Кийосаки там будешь на одной сцене выступать на крупных конгрессах, наверное, я бы не поверила. И вот я сижу, его книги читаю. И вот один из таких дней, вот я работаю домработницей, приходит ко мне СМС. СМС, и там написано National Achievers Congress, Лондон. И там собрались все известные мультимиллионеры Англии. Все, которых мы вот знаем, влиятельные. Кто-то там владелец крупных этих супермаркетов, сеть. Как вы Кто-то попали там... к ним в рассылку Вот, вообще? вот, вот. Вот это, Чингис, это вот, я говорю, на все воля Всевышнего. Это хорошо сейчас, я это понимаю. Тогда какое-то было понимание, что, блин, есть сила намного сильнее, чем просто, да, там твоя. И рассылка, СМС, тогда же WhatsApp ничего не было. И рассылка приходит, а я еще помню, я иду, детей этих английских, за которым присматриваю, National Achievers Congress. И я говорю, слушай, я вообще не знала же про существование разных семинаров. Я говорю, вот, мне нужно быть там. Я покупаю самый дешевый билет, 37 фунтов, я как сейчас помню. 37 фунтов, и иду на этот конгресс. Я прихожу в этот зал, где-то 8 тысяч человек. Одни англичане. Чингис, там я не вижу ни одно даже азиатское лицо. Одни британцы, ну, лондонцы. И я там, наверное, одна девчонка с Кыргызстана. Естественно, на самом последнем ряду у меня самый дешевый билет. И я сижу, и начинается этот конгресс. И они выходят на сцену, кто-то рассказывает, как там открыть, там, допустим, сеть магазинов, франшизы, как интернет-бизнес строить, там, как там с Китаем делать бизнес, Мгм. как там, в общем, они выходят, эти все бизнесмены, мультимиллионеры Англии, британцы. Я И вы сижу, я думаю, я первый раз в жизни слышу такую информацию. И у меня мозг, я У вас понимаю, же английский получше. ну Вы уже да, уже понимаете. английский свободный уже. Я английский быстро выучила, когда я поняла, что англичане меня не воспринимают вообще. Через полгода я английский выучила. Тем более, не забывай, я же читала книги на английском все. Каждый день у меня же столько книг запас на английском. Это настолько словарь мой пополнил. Я по-английски так говорила грамотно. Мне англичане говорили, слушай, ты в каком университете училась Англии? Ага, Потому что у тебя такой, с терминологией у тебя очень. ага, Они же не знали, что вот я именно с книг. ага. И сижу на этом конгрессе, и я сижу и говорю, вау, I know, говорю, how can I become rich? Я теперь знаю, как я стану богатой. Столько знаний. И вот оттуда и начался мой путь. Я записалась, я помню, на семинар этого Харвейкера, который написал «Секреты миллионерского мышления». И он сам вышел на сцену. Сейчас, конечно, Ага. для меня это такое, я думаю, это же настолько вот, да, вот по воле Всевышнего я оказалась там. А, кстати, про рассылку. Ее сделала компания Success Resources. Success Resources, для понимания, они уже на рынке сейчас, по-моему, уже 37, ну, под 40 лет на рынке. Они самые пионеры, они организовывают с президентами, с атлетами, с чемпионами. В общем, класс А у них. Они как бы обычных спикеров не привозят, они всегда только вот берут эйлистеров, которые президентов привозят, чемпионов, голливудских актеров. Там Уилл Смит, Горбачев у них, кстати, выступал, Билл Клинтон, вот Дональда Трампа мы в 2012 году привозили. Они сделали рассылку. Компания, которую я позже возглавлю, кстати. Ого, ничего себе. Да-да-да, вот это интересно. И они когда рассылку сделали, я же пришла просто как участница Так. этого конгресса. И в этот день вот этот Харвейкер, автор этого бестселлера, он выходит на сцену и говорит: "I know why most of you are broke". Я знаю, почему большинство из вас сводит концы с концами всегда, то есть, по сути, без денег. И он говорит: "Give me 5 minutes and I'm gonna predict your financial future". Дай мне 5 минут, я предскажу ваше финансовое будущее. Я Ага. думаю, ну надо же, такие заявления делает. И все, и он семинар свой продал. Говорит: "Я на пенсию ухожу, ребят. Мне уже надоело вас учить. В общем, 3 дня последние делаю, и я на пенсию ухожу. Хотите записаться — записывайтесь". И 8 тысяч человек как ринулись записываться. Естественно, я одна из них, а у меня на счету 0 денег.
Потому что 37 фунтов я заняла у своих подружек-домработниц, таких же, Офигеть. которые работали в соседних домах у богатых англичан. Ага. Денег нет, карточка Barclays Bank, я даю это, наверное, как сейчас Бакай банк здесь, вот такие крутые тоже ребята, очень крутой банк. Мгм. Даю карточку, там, естественно, 0, они все это регистрируют на следующий день. Звонок. Я беру трубку, они говорят, hello, is this Miss Sidikova? Я говорю, да, это мисс... Она говорит, в общем, ваша карта отклонена, так что вы не попадаете на мероприятие. И я говорю, I just beg you, please give me 3 days, дайте мне 3 дня, I promise the money is gonna be there. Я обещаю, деньги будут там, Ага. там 297 фунтов всего лишь. Через 297 фунтов. Ну, это тогда большие деньги, Ну, я думаю, да, ну для меня тем более, там у меня зарплата была 150 фунтов в неделю. в неделю. И я ложу трубку, звоню всем своим опять домработницам, подругам. Rachel, can you borrow me 10 pounds? Мартина, всем звоню, Саманта, всем моим. И говорю, одолжите деньги, они мне, как сейчас на этот, скидывают все. Перекинули, та-да, через 3 дня деньги на счету, я прохожу 3 дня, и у меня такое понимание, блин, вот, оказывается, как люди богатые мыслят, вот, оказывается, разница между реально состоятельными людьми и бедными, вот она где, и вот это все осознание проходит, я на таком этом выхожу оттуда, Порву весь мир. Да. как, не то, что а хочется это вот своим донести. Я звоню Рэйчел, бразильянка, подруга, ей говорю, слушай, Рэйчел, ты давай в парк приходи, я тебе должна это рассказать. Вот, и она сидит, я ей все. Она говорит, все, я приду, говорит. Я говорю, ты хочешь реально в жизни вообще состояться? Она говорит, я хочу. Или ты всю жизнь, говорит, домработницей хочешь быть? Она говорит, нет, Асель, ты что? Я говорю, тогда приходи в парк, я расскажу. И зови других девчонок, мигранток. Мартина с Хорватии, это, там еще у нас были девчонки. Они говорят, Асель, она фантазерка, в общем, Асель у нас амбициозная, мы ее знаем, она всегда мультимиллионером хочет стать. Ага. Мы же обычные домработницы, камон, хороший, давайте свое место здесь знать. И говорю, ребята, вы как хотите, я в Англию приехала не домработница быть. Я приехала сюда реально стать кем-то. Мгм. И Рэйчел приходит, и она говорит, Асель, я помню ее слова, она послушала меня, говорит, Асель, ты знаешь, интересно, что ты в Кыргызстане родилась и выросла, а я в Бразилии, да? Но у нас одинаково, нас не учили тоже Ага. принципам таким, как вот стать. И я говорю, вот так, 3 дня, Харв. И она говорит, блин, как жаль, что я пропустила, я тоже хочу пойти. Я говорю, поздно, он на пенсию уже ушел, так что ты, говорю, пропустила. И Ага. тут, говорю, как по воле судьбы приходит письмо на почту через 3 дня, теперь уже точно в последний раз. Серьезно. Харв Экер в Лондоне дает самый последний этот семинар и уходит уже все. Теперь только по книге будете знать. Мгм. Я говорю, Рэйчел, ты не поверишь. Она говорит, вау, мы покупаем билеты, проходим, сидим, 3000 человек, Лондон. Организатор опять эта компания Success Resource, которую я позже возглавила. Ага. И мы сидим, я говорю, сейчас будет Рэйчел. Я говорю, ты послушаешь, вот мы с тобой, говорю, куда бурса, говорю, встанем. Богатым. Да. Ага. И тут я слышу, на русском кто-то общается недалеко, а там же, ну, как бы в Лондоне обычно в те года мало кто русскоговорящих, меньше, чем сейчас, конечно. Ага. И на русском они что-то, вот они так как-то расстроенные, потому что я слышу по голосам, что нам делать, что теперь будет, ребят, придумайте, какой выход, вот такие вот. И я думаю, ну, надо подойти, может, как-то могу быть полезна. Я Ага. подошла, и там делегация была из России. Ага. Я говорю, здравствуйте. Они говорят, здравствуйте. Я говорю, может быть, я могу вам как-нибудь полезно быть? Они говорят, о, вы тоже по-русски говорите? Я говорю, да. Они говорят, слушайте, у нас тут такая проблема. Мы все прилетели, там деньги собрали, все Мгм. купили, перелеты, отель. Тут еще Харвард этот последний раз выступает. Переводчик наш не получил визу. Переводчик не Ой, прилетел. Мы сидим, мы, говорит, не можем. не Ни слова. понимаю. Мы вообще, говорит, если бы у нас хоть база. Вы вообще можете нам что-нибудь... У нас старт семинара через 40 минут. Уже начало. И я говорю, ну, я все дело в том, что я не переводчица. Они говорят, пожалуйста, вы по-английски же, вы здесь живете. Хоть что-то мы получим. Мы Ага. будем вам благодарны. Главное, не 0. Ага. И я еще даже не успела согласиться. Чингиз, я вижу, они что-то кому-то раз, и он убежал. Мужчина прибегает с большим чемоданом. Я думаю, о, надо же, целый чемодан денег, что ли, решили подогнать. Открываем там переводческий аппарат. Они себе одели аппараты переводческие, мне микрофон в руку и отправили меня назад. Я сзади стою, думаю, на что я вообще подписалась? Ну, вы уже слышали, вы уже второй раз Ну, там. второй раз же, да, я-то слышала один раз, но перевод это же совершенно другое. Ага. Чингис. А я стою сзади и думаю,
Как вы вообще Я туда вообще, попали? как я на это еще? Вдруг не понравится? Тут же целая делегация. Ну, как? И пока и Харв вышел на сцену, уже все, поздно думать. И он начал говорить, и я перевожу, и сама в шоке, потому что 100% синхронно перевожу. И понимаю, что я перевожу очень даже круто. Ага, Перевожу, Харв подпрыгнет, я сзади подпрыгиваю. Я, в общем, полностью в роль влилась. ага. А синхронный перевод самый сложный перевод в мире, потому что ты надо слушать, переводить, говорить все это одновременно. Это не так, что там последовательный перевод, там сказали. Я пытался, это Да это ужасно. вообще, да. А мой мозг же не знал ограничения. Мне же никто не говорил, что это вот самый сложный вид, что надо там меняться. А то мозг у тебя там жарится. И 3 дня подряд, еще 12 часов в день, он перерыв еще маленький дает такой. Он прям так это самое. 3 дня подряд, 12 часов в день. Уф, третий день я стою. Ух, отстрелялась и смотрю, уже хотела микрофон положить на стол, уйти, и вижу, все бегут на сцену обниматься с Харвом, хоть какую-то фоточку на пасок, Ага. напоследок сделать. И моя российская делегация, они через толпу все пробиваются назад. Я смотрю, все туда толпа, а некоторые назад пробиваются, Ага. и подбегают, они меня обнимают и говорят: «Асель, мы не слушали Харва Экера, мы слушали тебя». Они обнимают, обнимают, так благодарят и говорят: «Вообще». И в этот момент смотрю, краем глаза из будки выходит немецкий переводчик. Ага. А у него, оказывается, еще у них будка была. А у меня там ни будки, ничего, я снаружи стою, там люди Ещё подходят. к Кто-то там спрашивает, где тут туалет, где там это, я еще перевожу. А он выходит и так с протянутой рукой, я вот помню, такой высокий переводчик в костюме, вот так ко мне направляется, говорит: «Can I shake your hand, please?» Можно я пожму вашу руку? Я говорю: «Yes». Он говорит: «25 years of experience, I've never seen anyone like this». 25 лет работаю синхронистом, я в жизни никого не видел, как вы. Одна, 12 часов, без сменщика, еще и без будки, без ничего. Он говорит: «Я должен пожать вашу руку». Вы откуда вообще? И потом, смотри, еще 3 немца вышло из будки, их было 4, они каждые 30 минут менялись. И в этот момент, вот опять же, я же говорю, делай свою часть, когда вот стержень есть, ты делаешь, 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 и вот такая чистая вера, да, на вере, что все равно, да, пробьюсь, где-то будет, дверь откроется. И в этот момент как раз Вероника Тан и Ричард Тан, владельцы этой компании Success Resources, которые организуют самый масштабный в мире. То есть они номер 1 по сей день вообще. Ага. Я говорю, вот если вы назовете любого крупное имя, они их привозили, единственное, они оказались именно там. Хотя у них проходит одновременно от 300 до 400 мероприятий в день в разных странах. То есть они могли быть где угодно. И они так и там захотели: ось, у нас мероприятие по сегодня, давай в Нью-Йорк, давай там в Рио-де-Жанейро, в Джоханнесбург, в Африке. Они в Лондоне. И в этот момент я там перевожу. А она меня замечает, Вероника, там, то, что я переводчик подошел, пожал мне руку, и смотрю, и такая невысокая китайского такого, Ага. китайского как будто происхождения, невысокая женщина ко мне подходит, очень так простенько одета, они вообще известны. Я же говорю, вот она влиятельная женщина Сингапура, ее Ага. приглашают на самые такие званые эти. Она мне записку на стол ложит. А я записку читаю, ну, так думаю, кто она? Китайская Ага. женщина какая-то обычно, Ага. ну, кто знает. Я думаю, может, по-английски не говорит, может, там этот. И читаю, там написано: «Can you fly with me to Munich tomorrow to translate to this Russian millionaire?» Ты можешь со мной полететь в Мюнхен завтра, Ага. переводить русскому миллионеру? И я смотрю и думаю: вау, я переводчица. Я, блин, переводчица. Я помню, я позвонила, я говорю: «Саманта, Грег», говорю, я увольняюсь. Они говорят: «Как?» Я говорю: «Я переводчица». Кстати, на следующий день я уже летела в Мюнхен переводить Сергею. Сергей был русский миллионер с России, с Новосибирска. Капец. И он и говорит: «Вероника, найди мне переводчика, я так хочу Харва». А Харв, оказывается, вот этот его тур был завершающий Лондон, потом Мюнхен. И в Лондон он приехал. Ой, не в Лондон, а в Мюнхен прилетел. И меня Вероника. Я сижу вот так. И в этот вечер Вероника приходит и говорит, после окончания семинара, она говорит: «Кстати, говорит, can you join us for dinner tonight? Ты не возражаешь к нам на ужин присоединиться?» Ага. Я говорю: «Я на ужин?» И они говорят: «Да, там будет Харв, с супругой я, с Ричардом Таном». Подождите, россияне вам заплатили что-то за Нет, нет, они не Нет? завладели. Просто вы от души Да, от сделали? души я просто, я даже про это не думала, если честно. Мне было приятно, что я справилась с задачей. Мне даже про деньги, я даже не думала в тот момент. Мне было важно донести людям. И вот говорят же, вот как мой друг Марк
Анастазии. Он всегда говорит, давай ценность, деньги последуют, давай ценность, деньги последуют. Всегда. Мгм. Они так были благодарны, Чингиз, я столько благодарности, наверное, не получала. Они так были благодарны, так счастливы, что они вот обучились Мгм. благодаря вот, тому, что я по воле Всевышнего переводила им. Это было для меня. Но, видимо, подарок Всевышнего был вот этот мне, чтобы меня в тот момент туда, В Мюнхен. в этот зал встретиться, увидеть там эту русскую делегацию, им переводить, чтобы Вероника там меня увидела. Так она меня вечером приглашает на ужин. Так. Я сажусь там, говорю, у них Бентли лимузин вечером, там они сидят. Я впервые в жизни приезжаю, там Риц отель, где принцесса Даяна Ага. свои чаепития устраивала. Мы туда приходим. И там такой сифуд-бар в тот момент был. Этот бар морепродуктов. Одни эти приносят, Чингис. Лобстеры, ойстеры, эти Ага. устрицы. А я такого никогда не видела. Я прямиком с Актюза. Там в Бишкеке чуть-чуть была. И в Лондоне, в этом районе. И тут приносят полностью. Я даже не притрагиваюсь. Я говорю, я вот так сижу Ага. и на них смотрю, думаю, как я вообще здесь оказалась? Эти люди, мультимиллионеры, тут авторы бестселлеров, Здесь владельцы лобстеры, тут компаний, Риц. но тут Риц. Я сижу и даже вот не притрагиваюсь ни к чему, потому что, да, во-первых, я такое не знаю, как это есть вообще, и мне это не особо. Мы кыргызы, мы едим там баранов. Мясо. Ну, и в этот момент Харв заметил, что я сижу, не сам этот Харвекер, и говорит, why you not eating anything? Ты почему ничего не ешь? И вижу, как он тут большую ложку берет, и вот самое то, что вот эта устрица, да, с ракушкой посередине, вот эта слизистая штука, и он мне прям на тарелку ее ложит, и я так смотрю и говорю, на Харва посмотрела на устрицу и думаю, это же рука Харва. Беру, закрываю глаза, съедаю, ложу, и он такой, ой, I see you really love it. Я смотрю, тебе Нравится. прям И нравится. еще дают. И в этот день, кстати, вот был Чингис день, когда Вероника за ужином, она мне сказала, do you wanna work in my company? Ты хочешь работать в моей компании? Я говорю, yes, я хочу. Она говорит, а я говорю, ну, я должна признаться кое в чем. Она говорит, в чем? Я говорю, дело в том, что я не переводчица. Если честно, я не переводчица. Я просто воля судьбы так получилось. Я случайный человек там переводила. Он говорит, вау, тем более ты вообще еще и не переводчица, еще и так переводишь. Она говорит, я хочу видеть тебя в компании своей, я вижу в тебе что-то вот есть такое особенное. И все в этот день она меня взяла на работу. На следующий день мы летели в Мюнхен. Вероника там уже мне свои первые уроки на книге. Мы летим бизнес-классом. Второй перелет в моей жизни. Ага. И уже сразу с Вероникой Тан. И там она мне пишет уроки лидерства. Она говорит, хочешь, я тебя научу, как быть влиятельным лидером? Что такое вести людей за собой? Что такое вдохновлять людей? И она мне уже свои уроки, мы сидим везде, она меня учит. И она меня с тех пор взяла под свое крыло. Она Ага. говорит, ты будешь моей ученицей, потому что я вижу в тебе вот эти качества. И все, потом я пришла, вернулись, я пришла в британский офис. Чтобы понимание было, Чингис, там одни ребята, британцы, такие лондонцы, одетые в Том Форд, ездящие на Остин Мартин, у которых там сделки года зарплата по 250 тысяч фунтов в год. Но те времена это огромные, действительно, деньги, доходы. И тут я, очень скромно одетая девчонка с Кыргызстана, только что с посуды, как говорится, посудомоечься в офис. Естественно, они надо мной смеются, они говорят, nobody's gonna buy from you, just quit it, oh, please, Hazel. Они меня Hazel все называли, Hazel. Они говорят, слушай, никто у тебя покупать не будет, Ага. сделки тебе не светят, уволься. А я говорю, слушай, I came here to win. Я пришла сюда победить. Я сюда не пришла, чтобы работать, зарабатывать. Я пришла сюда, чтобы стать богатой. Я прихожу раньше всех. Меня все охрана знает здание. О, Эйзел, ты опять самая первая. Я самая последняя ухожу. Я сижу, Чингис, ищу формулу. Как стать топ-продавцом? Чтобы мне все говорили «да». Я хожу по офису, свои аффирмации, как эти американцы. I'm the best saleswoman in this office. Я лучший продавец в этом офисе. Everyone says yes to me. Мне все говорят «да». Пока ребята приходят, кофе, шмофе, я уже 30-40 звонков сделала, уже сколько отказов. Мне уже послали столько раз. А что продаете? Мероприятия крупные. Ну, приходите. Потому что ивент-индустрия же. ивент. Да, а там же тикет очень высокий, дорогие же тикеты. Туда же приглашаются известные бизнесмены. Там прайс какой, 5 тысяч, 6 тысяч фунтов билеты стоят. Это не такое, это как целая машина. Это же ивент-индустрия, это самые топовые ивенты.
И, кстати говоря, вот хороший вопрос, что вы продаете. Тогда как я стала потом топ-продавцом? Потом я поняла, что leverage, рычаг. Я говорю, продают по одному, зарабатывают хорошую комиссию. Зачем мне продавать по одному? То есть по одному. Мне, ну, по одному билету. Ага. Это же как бы этот. Я подумала, я разговариваю с одним человеком и продаю один билет столько же времени, как я могу. Я задавать начала вопросы, как я могу продавать много за это же время. Вот откуда у меня появилась идея. Я сказала, Вероника, давайте открывать новые рынки. Я буду закрывать не клиентов, а партнеров, которые будут выкупать по 500 билетов, по 300 билетов, по 1000 билетов. И вот так я начала. Я сначала стала топ-продавцом. Потом она меня назначила директором департамента продаж. Она говорит, ты, блин, молодец. Потом директор департамента продаж стала. Мы все офисы мира, Ага. у меня топ под моим руководством. Она говорит, Асель, ты топ, давай британский офис возглавлять будешь. Потом британский офис возглавила. Потом весь европейский Это регион. сколько время проходит? Быстро. У меня карьера просто это было так, очень быстрый рост был. Ну, я работала в компании почти 9 лет. Очень хорошую карьеру построила, Ага. очень много денег заработала. Но поначалу, ну, где-то в течение 1,5-2 года я быстро поднялась в компании. А сколько вам платили как продавцу Вначале было процент? очень мало, зарплата была, может, 2000 фунтов в месяц, Ага. ну, плюс комиссионные. А комиссия сколько составляла? Комиссия была 10, 5, 10, 15%. И вот я потом, когда я уже стала директором, я сказала, продавцом стала, я сказала, Вероника, давайте я по-русски говорю, сейчас все русскоязычные страны. Я Россию подключила. России мы потом крупные масштабные мероприятия. Дональда Трампа, я тоже была главным лидером проекта. Дональда Трампа в 2012 году мы проводили на 10 тысяч человек в Лондоне. Надо же тоже туда, все бизнесмены, это же надо идею довести. Я вот билеты начала продавать по 500 билетов, по 700 сделки закрыть, по 1000. Это сделки, чтобы понятно было, через 500 000 фунтов, 1,5 миллиона фунтов сделки. То есть это крупные сделки. Мгм. И такие сделки я начала закрывать. Потому что я приходила к партнерам, и партнерах оптовый. Ага. Я показала, что такое оптом. Контракт. Все смотрят, мы по одному продаем, Асель, ты оптом продаешь. Сначала начала по 50 билетов, по 100 билетов, по 500 билетов, 1000 билетов. А они могли наценку делать, те, кто побольше покупали? Или Я они скидку приходила к получали? Веронике и говорила, они же оптом выкупают, давайте им дадим 30% скидку. И они по нашим ценам продают, чтобы не ломать рыночную цену. Но Ага. мы им даем 30% скидку. Они потом эти 30% это их Ага. доход. Вот. И вот так оптом. Вот так строилась моя карьера, Чингиза. И тогда в Success Resources это был, наверное, мой такой, скажем так, путь. И там я получила весь свой опыт, по сути, вот И лидерство, поверили в переговоры. себя, да? Наверное, больше верила-то я всегда, как бы, что приду, да, иншаллах. Просто была такая сильная вера в себя, и потом я поняла, что по воле Всевышнего, конечно, помог мне. Так бы я сама не справилась вряд ли. И весь мой опыт там. По сути, управление, лидерство, переговоры. Мы работали, столько партнеров у меня. Сейчас у меня вот Мгм. друзья по всей Европе, эти наши партнеры, которые оптом выкупали билеты, потому что это же убедить человека, например, он приходит и говорит, Асель, мне 100 билетов хватит, я не хочу риски брать. Ага. Я говорю, ну это всего 15% комиссию, давайте 40% комиссию, и вы выкупите 1000 билетов. И они говорят, ну это риски же, я же должен там взять кредит с банка, ну там без процента, еще что-то, свои все капитал ложить. И я их убеждала покупать. И они потом зарабатывали, приходили, говорили, спасибо, Василий, такая хорошая маржа, мы реально заработали. И вот так карьера строилась. А потом, конечно, пришел момент, я сказала, Вероника, Европа и Запад, как говорил Роберт Кийосаки всегда, это будет в прошлом. Восток будет подниматься. Я всегда вот между строк у него слышала Восток. Восток. Сейчас он, кстати, в Узбекистан часто тоже летает, Роберт, потому что делает бизнес туда, там тоже. И я говорю, давайте ивент-индустрию откроем. Это было в 2013 году. Уже почти сколько лет, получается, 12 лет. Казахстан, Кыргызстан. Она говорит, ой, Асель, тоже они, вы, ребята, по-английски не говорите. Вы такое не будете ходить обучаться никогда. Я Ага. вообще не верю в эту историю, что казахи, кыргызы, узбеки придут на семинары, будут платить там $1000 за билет. Это вообще, я думаю, вы для такого, честно, не обижайтесь, вы не созрели, Ага. экономика очень слабая. Ну, в общем, еще по-английски вы не говорите. Короче, забудь, Асель. Ты же, у тебя хорошая работа, должность, ты с европейцами работаешь, Европу возглавляешь, получаешь огромные деньги. Вот работай себе спокойно. Ага. Я говорю, Вероника, ну я хочу организовать там, в Центральной Азии. Нет.
Потом я села и сказала, а у меня к тому времени где-то уже, наверное, 500 000 я заработала. О, Ну, неплохо, фунтами еще. вообще прилично. Нормально, да. И я пришла, Тогда говорю, курс 1,5 был, по-моему, к доллару. почти, да, 1,5 точно. И я говорю, Вероника, если, говорю, вы не хотите открыть бизнес, благословите меня. С вашего благословения я иду в Центральную Азию и в Казахстане, так как большой рынок, мы организуем первый крупный форум с участием очень известных. Она говорит, ну, я знаю тебя, Асель, твой характер за 9 лет. Ты все равно, это ты мне не спрашиваешь, ты меня перед фактом ставишь. Вот тебе мое благословение, иди. Я сказала, ну, я не трону ни одного партнера, говорю, потому что для меня бизнес-этика — это самое первое. Вот мне всегда говорят, знаете, авторитет очень трудно заработать, легко потерять. Для меня авторитет — это все. И я сказала, все партнеры, только Success Resources. Я пришла, я сказала, с нуля буду начинать. И я связалась со своим другом с Литвы. Нет, до этого я связалась с агентством в Америке и сказала, Арнольд Шварценеггер мне нужен. С Арнольда Шварценеггера хочу привезти в Казахстан и привезти всех с Кыргызстана туда большой форум. Ага. Global Business Forum, 2014 год. И они говорят, хорошо, Арнольд Шварценеггер, $500 000, $500 за час выступления. Я говорю, берем, заключаю договор. А потом мне приходит моя подруга Джойс. Она говорит, Асель, you are crazy. You are crazy. Don't be stupid. Бери свои эти $500 000 фунтов и иди инвестируй и живи. Квартиры там, поездочку, Я говорю, ну я уже начала инвестировать и так. Но он говорит, живи, зачем тебе отдавать $500 человеку за этому час. Шварценеггеру, Ко- который который непонятно, вы завтра на форум не придут, у тебя билеты никто не купит, казахи. И ты $500 000, так это еще организация. Это ладно, это его только гонорар же, Чингис. Не знаю, Конечно, бизнес-модель надо снять совсем другая. зал. Это экспоцентр, это расходы перелет, это проживание, это все маркетинг. Она говорит, crazy. Я Продажи. помню, у меня Джойс пришла ко мне домой, она говорит, Асель, она моя близкая подруга в Лондоне, Джойс, и она говорит, я тебе сейчас последний раз говорю, у тебя, я прочитала контракт с Арнольдом, там написано, можно передумать в течение 14 дней, передумай. Это огромный день. Я говорю, нет, Джойс, я передумать не буду, если я приняла решение, я буду организовывать. Все, с Арнольдом подписали. Я звоню тут же. Я еще даже в Алматы не летала. Я была-то там всего 2-3 раза в своей жизни. Звоню и бронирую самый дорогой экспоцентр Атакент. Ага. На 3 дня. Они мне Сколько там 60 вместимость? 000 евро на 2 дня. Аренда. 60 000. 500 000 туда, 60 000 евро сюда. Сколько людей помещается там? Ну, туда 5 000 человек помещается. 5 000 человек. И я понимаю, что я уже иду в бизнес. Потому что здесь надо все уже просчитывать. Это не так, что я там семинар какой-то свой продала, и тогда это бизнес. И Джойс говорит, 14 дней, Асель. Это огромно. А я говорю, нет, все. Задним это. И предоплату им отправляю 100 000. Предоплату отправили, все, контракт подписали, а остальное нужно было оплатить в течение 2 месяцев. Там 60 дней. Остаток $400 000. И все, Атакент я бронирую, туда перевожу деньги, все. И мы начинаем. Я дистанционно нанимаю людей, потому что я же еще в компании, мне нужно было Ага. передать же это все. Дистанционно по скайпу я нанимаю команду по скайпу. Все по скайпу, никого не вижу. Там начало это все по скайпу. Никто Вы в меня даже Лондоне? не видел. Я в Лондоне. Почему вы в Лондоне? Потому что вас не отпускают Мне сразу? нужно было передать это все. А вы уже прям А хотели я завтра начала, да, Шварценеггера. а я там. уже начала. Можно же подождать. Подождать, да. Ну, почему-то вот такой вот был порыв, и этот самый быстро. А я вместо того, чтобы, все, да, я начала сразу. По скайпу набираю людей туда, сотрудников в Казахстане, туда-сюда. И потом, помню, на один день я прилетела с Лондона, офис нашла, быстро сняла людей, посадила лаптоп, все загнали и улетела обратно. Зима еще. Я вообще не сплю день-ночь. Я тогда поняла, что такое бизнес. И мне Джойс говорит, ты, блин, со своими деньгами, зачем тебе этот геморрой? Ну, действительно, мы, бизнесмены, это вообще какие-то, вот как Тони Роббинс говорит, гладиаторы, которые каждый день выходят в бой и не знают, ты выживешь или нет. И это было, конечно, crazy решение, но Вероника меня не остановила. Она сказала, Асель, я в тебя верю, я знаю твой характер. Делай. Делай. Если нужна помощь, ты мне позвонишь. Я говорю, Ага. хорошо. И все. И потом я уже все передала, все прилетела. Мы начинаем продавать билеты, Чингис. 0 продаж. Первый 0. месяц 0. Маркетинг все вкладываем. Второй месяц 0 продаж. Мероприятие в ноябре. Мероприятие в ноябре, мы продаем в январе. Тут я понимаю один очень интересный факт. Я прожила в Англии
много лет, там больше, ну, почти Там 15 люди лет. все планируют Все заранее заранее. покупать, все мероприятия. Это же я в компании возглавляла. У нас все билеты распродаются за год, за полтора. Все бизнесмены, они свой график западный планируют за год вперед. У них Так и есть. расписано. Мы звоним, казахи такие говорят, когда у вас мероприятие? В ноябре. Ребят, позвоните мне 5 ноября. У вас мероприятие 14, мне 5 позвоните, самое нормально. Январь. Отдел продаж полный. Сотрудники. Я им же еще со своего кармана же плачу. Я со своего кармана плачу. Всем зарплаты, аренда. Все со своей карты. Еще это не кредитная карта. Это реально мои сбережения. Мои личные, да? Такие заработанные, скажем так, компании. Проходит месяц, никто не покупает. 2 февраль, никто не берет. Ребята говорят, Асель, нам все говорят только одно. Ноябрь слишком далеко, звоните в ноябре. Сейчас февраль. Никто не покупает. Март никто не покупает. Апрель никто не покупает. Мы кыргызстанцам тоже звоним. Нашим Кыргызстану никто. В Кыргызстане то же самое говорят. Узбекистану. Все то же самое говорят. Мы хотим, это интересно. Арнольд Шварценеггер, глобальный бизнес-форум. Мы хотим, ну, в ноябре. Тут приходит оплата $400 тысяч нужно перечислить, а я уже зарплаты, это все, маркетинг, материал, все. Денег-то уже Уже практически нет. подходит уже. И я говорю, Джойс, говорю, по-моему, ты была права. Она говорит, ну, Асель, теперь уже топи до конца. Что надо делать? И я говорю, и сижу, молюсь уже, думаю, я говорю, я поняла, что какую-то ошибку я здесь допустила, потому что никто не берет билеты раз, идея не сработала два, все уходит, денег не остается, и тут опять по воле Всевышнего с офиса Шварценеггера звонят, и говорят, губернатор очень сильно извиняется, Асель, мы не можем выйти даты. Оказывается, у него съемка очень важная какой-то там. Мы вернем ваши деньги в течение 3 рабочих дней. Я говорю, классно. Я говорю, про себя, ну, я, естественно, это не сказала. Ага. Возвращают деньги. Я говорю, это же настолько круто, потому что мы бы не смогли. И я звоню своему другу Дариусу, который в Литве живет. Я говорю, Дариус, а он занимается крупными такими знаменитостями в Литве. Он знает, у него контакты. Я говорю, Дариус, я знаю, ты со всеми знаменитостями всех знаешь. Шварценеггер у нас отпал. Кто достойно его может заменить, кто у тебя в контактной книжке? Он говорит, Асель, ну достойный вот только Сильвестр Сталлоне или Жан-Клод Ван Дам. Я говорю, сколько Сталлоне? Он говорит, 350 штук. Я говорю, Ван Дам сколько? Он говорит, 150 штук. Я говорю, берем Ван Дам. Берем Ван Дамма. Я говорю, Ван Дамма берем. Он говорит, все, без проблем. Сразу же заключая сделку с Жан-Клод Ван Дамом. Мгм. Контракт подписали. Хорошо, 150 тысяч. Но Ван Дам, говорит, единственное у них условие, у всех 1 классом только летают. Не бизнес, 1 класс. А в Казахстан только одна авиалиния летает 1 классом. Тогда, в тот момент, 2014 год, это Люфтганза. 1 классом это обязательно. 1 классом, вот все. И с Ван Дамом подписали. Потом я говорю, мне еще денег там осталось. Думаю, ладно, давайте президента Феррари. Мгм. Президента Феррари Жан-Луиджи Буйтони. Он вообще харизматичный спикер, шикарно. Такой контент, кстати, дал. Жан-Луиджи Буйтони, говорю, президент Феррари, экс-президент. Его. Так, еще осталось денег. Давайте еще на 50 тысяч возьмем. Мы же Forbes. Дочка Стива Форбса, Ага. основательница Forbes Woman. Все. 3 спикера, крутых хедлайнеров, форум. Дата та же. Да, наверное. та же, все тоже. Ну, Но сейчас билеты не продаются. Билеты не продаются. ужас. Деньги уходят. Билеты не продаются. Апрель. Билеты не продаются. Май. 0. Чингис. Июнь. 0. Я Летом же сижу, вообще все я сижу и уезжают, оказывается. говорю, где я ошибаюсь? Почему? Неужели людям не интересно обучаться? Это же- Тем более тогда не привыкли еще в 2014 году, особо как сейчас, конечно, такое. Сейчас развито, все проводят форумы, а тогда никто не проводил. И я думаю, уже ко мне команда моя пришла, ребят, меня так позвали, сели. Говорят, Асель, вот никто не берет. Это не рабочий. Здесь никто не учится, никто не покупает билеты. Все нам говорят по телефону в ноябре, мы столько денег на маркетинг вбухали. А я везде маркетинг. Все платформы онлайн, офлайн, билборды, журналы. Из-под Маркетинг каждого... приличный. Маркетинг был приличный, вложено много денег. И они говорят, давайте уже сворачиваться. И вот здесь момент такой, ты понимаешь, что они смотрят на тебя, если ты их не вдохновишь, они сольются. Я говорю, ребята, мы сделаем этот ивент. Мы сделаем, у нас крутые спикеры. А потом мы столкнулись, все начали говорить, Жан-Клод Ван Дам, это неправда, двойника привезут. Кто сказал, что оригинала привезут? Ну, не привыкли люди тоже, не верят.
Мы еще с этим столкнулись. Потом я говорю, и все, деньги. Раз прихожу снимать 0. Все, maxed Кончились out, деньги. закончились деньги. А я никогда в своей жизни долг не брала, я не беру. У меня такое, я вот до сих пор почему-то. И я звоню своей подруге Карен с Канады. У меня же авторитет, все меня знают. Я говорю, Карен, I need 100,000. Мне надо 100 тысяч. Она не спросила, Чингис, даже для чего, когда ты вернешь что. Она говорит, скинь мне банковские детали. Я тебе сейчас перечислю. Дай мне 5 минут, я доеду до своего кабинета. Она мне перечисляет 100 тысяч. Моя подруга близкая, Карен. Она вообще молодец. И 100 тысяч. Дальше, я говорю, двигаемся дальше, деньги поступили. Я говорю, Карен, я тебе верну. Она говорит, когда будет у тебя возможность, вернешь. Ага. А потом я Карен вернула, еще сверху ей 50 тысяч долларов вернула. Она говорит, когда будет, Асель? Деньги, ребята, поступили, дальше маркетинг вкладываем. Дальше никто не показывает. 0, июль, Чингис, 0. Август, 0. Ни одного билета. Хоть бы один. Потому что все отдыхают. Все летом. отдыхают, все далеко. Еще будет, не будет мероприятия. Никто не привык покупать. Люди не привыкшие. Но маркетинг идет. Уже все знают в Казахстане, что будет такой форум с Ван Дамом. Проходит уже сентябрь. Денег нет обратно. Я звоню своему другу Роланду в Эстонии. Я говорю, Роланд, он, кстати, недавно прилетал в гости. Я говорю, Роланд, I need 100,000. Мне нужно 100 тысяч. Роланд перечисляет мне 100 тысяч. Ну и он знает, он спросил у меня, что за это делаешь? Я ему все рассказала. Я говорю, Роланд, деньги закончились, 100 тысяч нужно. Он мне перечисляет быстро 100 тысяч, мы дальше продолжаем. Вот такая вера, Чингис, просто голая, слепая вера, но есть что-то внутри. То есть Вся команда уже на скептицизме, уже все говорят, Асель, столько вливаете, мы просто вот... Это не... Нам вас жалко. Да, мы просто, да, вы так работаете. А я с офиса не вылазю, чтобы... Понял, Чингис? До 2 утра я сижу в офисе, бегу домой, переодеваюсь, сплю 3 часа, возвращаюсь. Обратно в офис в 5 утра. Обратно, и так каждый день. Потом обратно деньги закончились. Звоню еще одной своей подруге, Наргиз, она в Дубае работает. Я говорю, Наргиз, 100 тысяч. Она говорит, у меня нету я не могу по банку перечислить, это же такие деньги. Наличку, говорю, вези. Это же твои, говорю, деньги, мы же ничего нет. Она наличку прилетает. Вкладываем. Уже и 300 тысяч заняли. уже 300 тысяч. 0 продаж. 0 продаж. Для бизнеса это, короче, уже все, да, смерть. Я бы уже на воле-доле там. Да. сидел. Да. Вот, примерно так было. И тут, в общем, вдруг в сентябре, по-моему, к концу сентября, вот ближе октябрь, а мы идем, я говорю, продолжаем делать маркетинг, мы не сбавляем обороты ни на секунду. Я сказала, не сбавляйте, а прибавляйте обороты, прибавляйте звонки. Звоните всем. Я начала интервью всем везде давать. Почему Жан-Клод Ван Дам, почему это интервью. В октябрь, я помню, как сейчас, такой крик в офисе, у меня первый билет. Да еще элит эксклюзив, передние места, там, по-моему, были по 5000 долларов, мы, по-моему, Ага. продавали передние места. У меня первый билет, я помню это, ребята, и мы такой звонок, и мы там танцуем. Я говорю, если один, говорю, человек купил, значит, говорю, это продается. Если бы 0, говорю, было... И мы давай праздновать, я помню. И вдруг вот какой-то момент, видимо, все это накапливалось, накопительный эффект, маркетинг, везде об этом говорят, и уже время подходит, остался месяц, и как пошли продажи. Дing-дing-дing-дing-ding-ding-ding-ding. Даже все билеты раскупаются. В октябре. Да, уже к концу вообще полностью все, билеты все. И все казахстанцы только передние места просят, самые дорогие билеты. Только вот этот эксклюзив мы быстро распродали билеты. Они На самые какую дорогие. сумму продали вы тогда, не помните? Ну, много. Мы На нормально сколько продали. миллионов Но долларов? нет, мы столько не сделали, потому что расход был большой же, еще тоже Не, мы ну же вот именно маркетинг. доход. Но мы продали прилично. Я сейчас прям точную сумму, наверное, скорее всего, не скажу, но мы точно заработали очень много денег. Но самое, что произошло, все классно теперь, продажи идут. Уф! Я быстро долги это отдала. Роланд, спасибо вот тебе еще за Рахмет сверху. Наргиз тоже. Карен. Всем деньги вернули. Все идет. И тут девальвация. Тенге. 2014 год же. Да. Девальвация. Девальвация. Мощная причем. Мощная такая. 2 девальвация. раза практически. Девальвация. По-моему, со 180. И да, там прыгнулось. елки-палки. Девальвация. Как раз уже перед прилетом, когда осталось 2 недели, 3 недели, Люфтганза забастовку устроила. Почему? Их сотрудники, они не летают больше.
Да, они любители это делать. Я Забастовок. поэтому Люфтганзу вообще никогда не беру. Да, Постоянно, каждый год у них есть вот, забастовки. и забастовка. И они говорят, а мы-то забронировали Жан-Клод Ван Дамму за 45 или 35 тысяч долларов перелет. И плюс еще его помощникам, ассистентам. И нету бизнес. Теперь первого класса нет. У нас контракт. Я пишу, что вот так, забастовка бизнес-классом. И тут они возвращают письмо, говорят, вы нас извините, бизнес-классом Жан-Клод Ван Дамм, к сожалению, не полетит. Так что, сори. Я говорю, мы продали билеты на Жан-Клод Ван Дамма, мы уже все это, мы не можем. Он говорит, он не летает бизнес-классом, к сожалению, это только первый класс, это в договоре, все было описано, к сожалению, мы не можем идти. Так что все. У меня там чуть ли сердечный приступ. Мы все продали. И они прям официально письмо написали, что Жан-Клод Ван Дамм не прилетит в Казахстан. Прям официально все, это уже все расторжение, прям это самое договора. И тут я пришла к ребятам, я говорю, ребята, вы знаете, я помню этот разговор, мы с командой сидим, прям говорю, как в фильме, и я говорю, ребят, мы все сделали, что в наших руках, вы видели. А я сделала все, что в моих руках, вы видели. Я ночевала в офисе, эм, я работала с вами бок о бок, и мы вложили все деньги, и мы продали все билеты. У нас ивент, дай бог, должен быть успешным, но Жан-Клод Ван Дамм не прилетает. И я говорю, теперь это уже точно не от нас. Теперь, говорю, это не в моих руках, потому что я ему писала. Просила, но они так отказались. Мгм. Сказали, это нарушает условия договора. Он звезда класса А. В общем, такой договор мы не можем. Я говорю, теперь только одно говорю. Просто идите домой и молитесь, говорю, Всевышнему. Потому что больше я ничего не могу сделать. Это не в моих силах. Забастовку я не могу сейчас остановить. И бизнес-классом его заставить никак не могу пролететь. Это выше моих сил, возможностей, переговорческих талантов. Так что, говорю, только одно делайте. Идите и дуа делайте. Дуа, молитесь просто Всевышнему, чтобы нам показал путь. И я домой пришла, молилась. Я помню, я не спала до 2. Я вот просила, я говорю, Всевышний, неужели вот так все мои труды, старания, столько людей ждут. И я заснула с телефоном, я помню, как сейчас. А тогда Вайбер. Да-да-да. Вайбером пользовались. И Жан-Клод, у меня был его прямой телефон Вайбера, мы обменивались с ним, был звонок прямой с Жан-Клодом. Я перед тем, как заснуть, я написала письмо самому Ван Дамму. Такое длинное письмо, где я ему сказала, если ты не прилетишь, говорю, мне не жалко денег даже уже, которых я потеряю, потому что я знаю, что я их заработаю снова. Но вот этот труд, говорю, ребят, моей команды, Вера, вот год мы работали над этим проектом, не спали, не видели они свои семьи. Мы ночевали в офисе практически всей команды до 2, до 3. Мы не видели свои семьи. Я говорю, я даже замуж не вышла за год. Я забыла, что такое личная жизнь. А у меня уже возраст, говорю, мне родить надо. Я говорю, я и этим, говорю, пожертвовала сейчас, говорю. Я все ему описала. Я говорю, это мой самый большой проект, самый первый. И я отдала сюда и душу, и сердце, и деньги, и время. Все. На кону стоит все, говорю. All in. Да, all in. Я говорю, возьми бизнес-класс, говорю. Ваш торт, Я говорю, поэтому если- И самое, я Мозги не заснула с делай. телефоном, и звонок, Вайбер звенит, я трубку в просоне, тык-тык-тык, беру трубку, а там, Hi, SL, this is Jean-Claude. I'm coming. I'm coming. Он говорит, я прилечу. Он Круто. прочитал мой... И я трубку положила и спать легла. Я просто, у меня была такая благодарность Всевышнему. Настолько я говорю, сегодня у меня больше тема, чем денег, духовности интересно, потому что когда вот такое проходит, ты понимаешь, что не от тебя. И он прилетел же потом бизнес-классом. Он бизнес-классом прилетел. И день форума, мероприятия. Девальвация сначала была, потом вот этот Ван Дамм отказ. Потом он соглашается, форум идет, казахстанцы все, а туда пришли все казахстанцы известные. Купили, потому что любопытно же такие личности. Все известные инфлюенсеры, самые известные блогеры, с политики, прям все такие. Контингент собрался. Все. Как на подбор. Откуда нас узнали? Почему бренд так вырос в Казахстане быстро? Все такие, полный зал. Битком мест нет вообще. А я до этого не сплю 3 суток уже, потому что сказали, что рейс задержится, он не прилетит в этот день. Ой, не прилетит за день, как должен был, прилетит на следующий день еще и в 7 вечера. То есть он с Когда аэропорта должен закончится. сразу.
Я уже не сплю 3 суток. И уже мероприятие идет, уже, ну, к концу подходит. Ждем только уже Феррари выступил президент. Классно. Forbes вышла. Она такие контент по женскому лидерству, да. Ждем Ван Дамма. Все ждут Ван Дамма, Жан-Клода. И все, ой, может, не приедет, может, этот. И в 7 вечера уже самолет. Я говорю, мне нужно поехать и убедиться, что этот человек, блин, прилетел. Я уже не могу, у меня уже скоро я из этого человека, говорю, конь двину. Потому что я уже не знаю, говорю, Он надо уже мне, снится мне, да? надо полететь уже. Я говорю, сама поеду в этот аэропорт и привезу его лично собственными руками. Я говорю, а там 4 телохранителя, у них такой райдер, 4 телохранителя, и Ага. я, и мы едем в аэропорт сама, чтобы мне убедиться, Чингис, собственно, я не могу сидеть ждать уже. А там уже мероприятие заканчивается. Я говорю этим ведущим, я говорю, что хотите делать, развлекайте. У нас рейс задерживается. Мы Ван Дамма привезем сразу на сцену. А они там развлекают что-то, аудиторию, все сидят. Накалка. Я еду в аэропорт, приезжаю, и он бизнес-классом в кепке, в толстовке. И кто-то крикнул, все равно его узнал. Он стал выходить со своим... И кто-то крикнул, это же Жан-Клод Ван Дам! Вот кто-то громко крикнул. И все. Как его со всех сторон облепили. И мы его не можем вытащить. 4 телохранителя, вообще его вытащить не можем оттуда. Я говорю, вытащите, что? Я говорю, нам там люди уже, все, уже заканчивается, фор, все ждали мне. Перед казахами тоже в лицо грязь упасть. Говорю, вы что? Вообще его вытащить не можем. Все фотографируются, толпа в аэропорту. Мы вообще его с толпы никак не можем вытащить. Еще час, короче, там в О, аэропорту. Господи. Потом на таможне, там таможенники тоже сняли. Это же Жан-Клод Ван Дам, культовый герой боевиков все равно. Мы на нем выросли. Короче, еле как мы сели, еле пробки, приезжаем. А он такой, в Риксос. Приезжаем, он такой, о, Асель, говорит, не переживай, все нормально будет. Что ты, ну ты расслабься, я же здесь. Потом говорит, ну мне, говорит, надо душ принять, ты не обижайся. И я говорю, нам прям надо сейчас, говорю, на сцену, там народ сидит. Он говорит, мне в душ. Он убегает, душ принимает туда-сюда. Потом Сколько уже? 10 вечера? уже 9 час уже. А в форум вообще в 7 должен был закончиться, уже 9 час. Это, прикинь, Он какой душ стресс. принимает. Он душ принимает, Ага. потом перекусил туда-сюда, все дела. Мы его приходим на сцену, а я же, такой вот ждала момент, я сама у него интервью беру. Потому что, как кому-то поручить? Я столько мучений перенесла из этого человека. Мы садимся на сцену, и я у него интервью. Вопросы все заготовлены, все отлично. Но я засыпаю прямо на сцене. Я у него задаю первый вопрос, пока он отвечал, я сплю. Серьезно? Мозг Там отключился, вообще мозг отключился. полный зал, и вы спите? Потому что мозг до такой себе перегрузился. Это же бессонные ночи, это же такой стресс. И я просто задала вопрос, а он отвечает, я сплю. Благо, он так отвечал круто. Чингис, он отработал каждый цент. Он и на шпагат садился, этот двойной этот шпагат, и цветы дарил, и по сцене ходил, и мотивацию такую мощную. Но он прям вообще А вы действительно. спите вот? А я сплю, да. Я говорю, сейчас потом на видео смотрела, я так говорю, это вообще кошмар. Такой звездный момент, мой звездный час. А я говорю, Потом какой-то момент я проснулась, испугалась, господи, что вообще происходит вообще? Я где? Где? Да. И вот так был первый. Но когда прошел первый ивент, я, конечно, уже поняла систему, все бизнес, где что. Тем более, когда я начинала, у меня был мощный форкаст, финмодель, все. Уже было вложено много денег в брендинг. Ван Дам на следующий день сделал крутую вещь. Он говорит, Асель, я хочу сделать мастер-класс по карате казахским детям. Раз я уже здесь, в Казахстане, Ага. детей соберите, в 12 часов я буду карате преподавать. Я звоню, говорю, детей найдите срочно, ребятам. Они говорят, где мы найдем? Короче, я говорю, позвоните все агентства, пресс-службы, все, и скажите, Жан-Клод Ван Дам карате обучает. Мастер-класс будет давать. И все телевидения, все собрались из Казахстана. Какие только не были пресс-службы. Все эти, Жан-Клод Ван Дам, карате обучаете. Детей собрали в Риксосе, огромный этот банкет, вот этот холл, вот этот, как его, банкетный большой их самый. И там он целых 4 часа преподавал карате. Просто детям учил. И это все журналисты, туда-сюда, интервью все у меня берут туда-сюда. Вау, привезли Ван Дамма, вот так. Бесплатно еще дали возможность казахстанским детям обучиться у него приемам. И вот так все узнали. Потом стали все Такой пиар, да, приглашать. вообще Очень везде? большой, да, пиар был. Потом стали все приглашать.
И потом на следующий год я привезла Роберта Кийосаки уже в Казахстан. Говорит, там мы зал забили вообще за неделю. Там билетов не осталось, потому что уже был бренд. Это все финмодель. Вам верили. Да, мы уже там забили зал, потом в Кыргызстане тоже, потом еще других известных. Вот так вот, Global Business Forum бренд строился. И по сей день существует. Да, и вот уже мы десятилетия отмечали, мы привозили этого основателя Рибок Ага. в этот раз, Джо Фостера, который основал Да, Рибок. я слышал. Да, и вот тоже очень крутое мероприятие было. Мы в честь десятилетия тоже провели. Ну, сама суть мероприятия была, Чингис, чтобы дать людям знания от известных людей, Мгм. как бы обучиться их, потому что это был мой путь, когда я знания получила, и вот такая была сама суть. Мы привозим спикеров мирового класса, и вот так вот бренд Global Business Forum, вот 10 лет уже мы Вы где существуете? в Где? Казахстане, в Кыргызстане и в Англии. А в Англии что вы делаете? Ну, в Англии там больше переквалифицировалась больше под недвижимость, конечно, компания Ага. управляющая, но мы там также билеты, когда продаем, например, на крупные мероприятия. Вот так вот путь такой длинный, но Асель, а можете по цифрам сказать, сколько у вас в году примерно вот таких мероприятий? в общем, как получилось? Когда мы организовали эти мероприятия, Чингис, Ага. до ковида еще, я же говорю, один из принципов, ну, наверное, вы тоже это знаете, это смотреть на 10 шагов вперед, всегда уметь предвидеть. Хотя мы не можем ничего предсказать и предвидеть, все по воле Всевышнего, но мы должны делать forecast, да? И я тогда уже, когда мы уже организовали несколько крупных масштабных таких мероприятий, нас уже знают, я сказала, this is not leverage, опять же, как там в Success Resource я сказала, как мне продавать не одному, А сразу а по 100 1000 или по 100 и по 1000, как? Например, я сказала, мероприятие это может вместить только определенное количество. Это нужно риски. Я же вижу какие-то риски. Человек, он захотел, не прилечу. Захотел, заболел, захотел это. То есть это риски. Я сказала, что мы будем переходить в онлайн. И вся команда моя, все мои сотрудники, все одним голосом сказали, это никогда не сработает в жизни. Это начало 16 год. Тогда такого не было, как сейчас. Подкасты, онлайн, обучение, курсы. Вообще такого не было. Да, Я да, да. сказала, ребята, здесь в зале мы можем собрать 1000 человек, 5000 человек. Онлайн мы можем все страны охватить, какие нужно, и мы можем делать такой же маркетинг, но глобальный. Ага. Нет, это не сработает. Нет, это вообще, давайте не будем даже об этом думать. Это еще до ковида. Я говорю, нет, ребята, нам нужно делать именно таким образом. Нам нужно брать онлайн, рычаг, это, говорю, самый лучший. Поэтому я выпущу программу с такими известными людьми, с очень крутыми, но онлайн. Ага. Участвовать в любой точке мира. В комфорте своего этого. Они, нет, мы не продадим. И я говорю, так получилось, потом в ковид мы больше всех заработали. Потому что в ковид все дома обучались. Ага. И когда ковид пришел, они признали, сказали, вау, Василь, как вы знали, что надо вот... Я говорю, потому что мне нравится слово рычаги. Не так, что вот тем более усилия. Мы же... Сейчас у нас 28 стран обучаются, Мгм. русскоговорящие, например. И мы уже англоговорящий рынок тоже как бы перешли. А тогда так было. И поэтому мы в онлайн перешли. И мероприятия каждый год масштабно, меньше и меньше, больше на онлайн. И больше теперь, конечно, на онлайн. Мы один раз в год там какой-то масштабный можем сделать, а остальные все в онлайн. И сейчас мы решили следующие 10 лет вывозить уже бизнесменов наших на те крупные, которые организуются, скажем, в Сингапуре, в Лондоне и так далее, в Нью-Йорке, Мгм. может быть, где они могут уже нетворкинг делать с другими бизнесменами и там набираться опыта друг у друга. А почему вы отошли от вот этой модели, когда вы привозите звезду сюда? Ведь там, судя по всему, хорошие деньги. Это Я так хорошая прикинул, модель. там 5000 человек вмещается, если хотя бы им там, ну, по $200 в среднем, хотя я думаю, там ценник Да, выше, да. то, в принципе, хорошая сумма Ну набегает. да, $1 000 000. там можно, конечно, эта модель тоже хорошая бизнес-модель, но эта модель для меня... Я не хотела бы делать бизнес, когда он приносит столько стресса и имеет такой серьезный риск-фактор. И Мгм. я больше предпочитаю хорошие деньги с меньшим показателем риска, потому что здесь человеческий фактор задействован. И я вот больше всего на человеческий фактор, когда полностью ставишь, ты всегда где-то будет. Поэтому человеческий фактор опасный немножко. А знаменитость — это люди.
Ну Это да. люди. Мы даже Джо Фостера привозили, ему 91 Чингис. Мы его забронировали Еще 2 месяца. непонятно, да? 2 Доедет, месяца, не доедет. 2 месяца, 1,5, по-моему, месяца вперед, что ли, что-то такое. И 91 ему будет. И я такая думаю, риск. 91 это когда в любой момент. Даже, может, месяца нет. Но это риски большие. Поэтому такие риски брать, конечно, это не особо интересно. Поэтому мы перешли на менее рискованный, но тоже такой же интересная модель. И вот уже 1,5 года, как я, можно сказать, практически отошла от дел, потому что у меня больше духовная сторона. Поэтому мы сейчас на Умру много ездим, больше Мгм. такое, больше благотворительность духовная. А команда хорошая, сильная, они работают, онлайн мероприятия проходят. Но не просела без вашего личного участия? Я же чувствую по нашему разговору, что вы там явно сердце и мотор. Была сердцем и мотором, и постепенно есть директор отдела продаж, который все проекты знает, который проекты есть конкретно управляющий директор, который финансы ведет, деньги ведет. Почему? Потому что, для меня бизнес это был прежде всего суть начала бизнеса. Это должна быть, во-первых, первая машина по генерации дохода, а во-вторых, бизнес делается для свободы. А смысл тогда, что это все, что работать где-то у кого-то просто за большие деньги. Для меня свобода, наверное, самое главное. Чтобы не было привязанности к деньгам, потому что Мгм. деньги, это временно. Здесь мы сколько нам отмерено. И я не хочу пропахать за деньги в один прекрасный день, кони двинуть, умереть и уйти туда, и все. Поэтому у меня сейчас акцент, я передала ребятам, они там получают хорошие свои зарплаты, Мгм. людям помогают, люди обучаются. И мой фокус больше, наверное, во-первых, на вывозить то, что я хочу. У меня сейчас мы общаемся много как раз с Success Resources, чтобы глобальные хорошие мероприятия, чтобы наши не пропускали, туда привести. А во-вторых, духовность это скажем так, моя инвестиция в мою вечность. Потому что я в какой-то момент, Чингиз, я четко поняла, сколько лет мы здесь живем, и сколько мне еще денег нужно, да, сколько еще недвижимости мне нужно, сколько. По-любому похоронят голым, и ничего не унесешь. И когда это осознание пришло, я поняла, что, а как мне инвестировать туда, чтобы, когда этот короткий промежуток закончится, там 70-80, сколько отмерено, это дай бог еще, то я уже могла туда пойти не с пустым портфолио, чтобы у меня там было. И это я начала в это больше углубляться. Видимо, наверное, так сделал Всевышний Аллах, чтобы я дал мне все в этой жизни, чтобы я уже могла фокус делать туда. И мне сейчас больше эта сторона больше. Но у вас бизнес продолжает Да, работать. он продолжает работать. Он генерит столько же, сколько с вами, или меньше? Я бы сказала, даже больше, наверное, чем без меня. Да? Почему? Потому что То есть больше без вас? Да. Почему? Потом без моего прям постоянного Ага. участия. Почему? Потому что, наверное, я больше такой идейный, который дает идеи, и больше стратегию. Мгм. Стратегию я могу подсказать и сказать, что как это лучше сделать стратегически, вместо того, то есть это будет и быстрее, и рычаги лучше используются, вместо того, чтобы там постоянно управлять. И в этом плане классно. Ребята, они работают сами по себе, у них нету там над ними руководителя какого-то, они работают чисто на свои достижения. И моя цель сейчас поделить им доли, чтобы они уже, кто уже 9, у меня есть ребята 10 лет работают, 9 лет работают, 8 лет работают, уже дать им процент, Прикольно. и они уже будут как свой. Я сказала, мне нужно меньше активности, мне хватит там 51%, а остальное пусть вы будете. Потому что мне важна свобода времени, чтобы я могла лететь, совершать умру в любой момент, делать свое поклонение Всевышнему. Потому что я только намаз начала совершать, я только начала понимать, изучать книгу священную. Потому что я поняла, что, богатство это круто, но это легко. Может любой при условии создать благополучие. Но туда, это не каждому дано, потому что кто-то здесь заработает, но туда уйдет с пустым портфолио. А я говорю, что самый лучший выигрыш это здесь состояться так нормально. И И туда там уйти. уйти уже конкретно и со своими намазанными, и с закатом, и пост продержать, и умру, хадж выполнять. То, что дано в священной книге, и я больше этим изучаю. А Оказывается, что произошло, Сель? Что у вас, бизнесмена,
превратило в вас, духовного человека? Наверное, я, Обычно скорее же там всего, вернулась какой-то... больше к истине, наверное, потому что раньше я думала, что мне вот нужно там, когда зарабатываешь свой как бы первый, наверное, миллион, я не знаю, как у вас это было, но я поняла смысл второй и третий. То есть мое качество жизни, оно такое же прекрасное, будет 1 миллион, 2 миллиона, 3, как бы оно там, ну, яхта, что ли, мне, она тоже особо не нужна. Вертолет, я поняла, что для меня важна свобода именно. То вот эти деньги, которые дают тебе свободу делать что-то вот, что будет приносить пользу и другим, и тебе в вечном мире. Скорее всего, когда уже отпала нужда больше думать, переживать про будущее именно в финансовом плане, тогда приходит. Потому что, ну, экстра ты заработаешь лям, ну, второй лям и третий. Ну и что? Ты что от этого станешь счастливее или лучше выглядеть, или моложе, или ты будешь молодеть? Вообще от этого ничего не меняется. Ты заработал лям, и второй, и третий. Но, блин, время летит, но время становится короче и короче, 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 короче. Вот мы, наверно, там сколько там, 40, да? У нас там сколько остановок еще осталось? Ну, там 2-3 остановки до конечки. И как бы ты хочешь на конечку идти там с полным этим, а потом все бросить здесь и отнесут все равно туда, блин, в белой тряпке, и все, и больше ты ничего не забираешь с собой. Ну, как бы, да, там оставить детям, конечно. Понимаю, что моя дочь-то, она уже больше родилась с золотой ложкой во рту, это круто, но как бы я хочу больше дать ей, чтобы она... Моя мечта, например, это вот чтобы она выучила там Коран наизусть, потому что это хафиз, это такой феномен, когда человек вот это вот ей даст все абсолютно, чем я оставлю там ту недвижимость, мы оставим, да, с мужем, и деньги в банке. Но Ну, это это вообще какой-то совсем другой подход. Я хотел у вас про цифры спросить, что-то. Вы перевели в разговор в такой плоскость, что мне даже неудобно сейчас задавать эти вопросы. Не, почему? Цифры тоже важны, Чингис, потому что если бы не цифры, вы не сможете помочь. Вот, например, что мне нравится в самом, как быть вот в цифрах, когда почему мы хотим заработать бизнес, чтобы рос? Я же говорю, это не для того, что экстра лям, да, еще один экстра, еще один. Ну, блин, я не вижу разницы, блин. Но для того, чтобы больше помогать, потому что я сажусь, вот мы вчера брифинг делали с командой, и мы говорим, кому, где у нас в стране, сколько, подскажите, где у нас, например, сироты, кому возьмем под попечительство, мы там берем детей, да, сирот под попечительство. 100 детям мы там вчера делали ифтар, да, в Африке тоже. Колодцев сколько надо вырыть. Мы такие вопросы сейчас обсуждаем. Потом в Газе тоже 30 дней мы будем кормить с бизнесменами, кстати, с Европы, с англоговорящими 30 дней мы будем людей кормить в Газе. Ну, это временно, коротко, но больше вот это мне интересно. Из-за этого мы хотим цифры, чтобы делать больше импакт именно в плане отдавать. Потому что, ну, сколько можно мне брать, блин? Ну, взяла достаточно, но отдавать теперь. Это мой, опять же, инвестиция, блин, туда, Чингис, это самая крутая инвестиция. Это я сейчас поняла, блин, конечно, поздно, ну, поздновато, можно было и раньше понять, но я рада, что сейчас я поняла, что мне Аллах уберег от того, чтобы сидеть и говорить, давай еще топим 5 лямов, 10 лямов, и там 15, ну, и как бы что? Ты сейчас можешь купить себе тот же, там, я не знаю, Феррари, Бентли, ну, купи, езди, а дальше и что, экстра лям для чего? А когда ты понимаешь, что ты, блин, в вечную жизнь инвестируешь, тут уже серьезно. Тут уже говоришь, нифига, я не хочу. И когда мне говорят, Асель, так где гарантия? А где гарантия? Это вечная эта жизнь, гарантии же нету. Я говорю, а кто мне давал гарантию, что мой бизнес сработает? Но когда я приходила к своим подружкам там в Лондоне, домработницам, и говорила, хей, вот у вас есть скопленные, давайте инвестируйте, давайте вместе начнем. Это сработает, и мы сможем заработать первый $1 000 000 вместе. Они сказали, Они а не где поверили. гарантия? Я не верю, что это возможно. И, наверное, вот у людей, у бизнесменов, да, у инвесторов, у нас есть вот это умение верить до того. Это вот Ван Дам, кстати, слова Ван Дамма, крутые, Чингис, он когда выступал, многие бизнесмены в этом сказали, это его фраза, когда я его спросила, а в чем вообще Ван Дам все-таки вот секрет, да, у Ага. каждого, наверное, есть какой-то свой. И он говорит, the biggest secret is the ability to believe it before you see it. Способность верить до того, как ты это увидишь. Он сказал, это самый большой дар, способность. И он говорит, когда я обычный бельгийский пацан с деревни, которому все говорили, ты что там дергаешься, какая тебе Америка, ты что, ты колхозник? Он говорит, я прибегал в церковь, убегал, говорит, сам один пацан, говорит, молодой, мне там 12-13 лет, я падал ниц на колени и говорил, Всевышнего просил, я хочу стать знаменитым, я хочу стать известным.
Я верил до того, как я это увидел в реальной жизни. И он говорит, вот это способ. Я тогда им говорила, вот я не буду называть, я надеюсь, мои подруги из Лондона увидят. Они до сих пор работают на ЗП. Я говорю, слушайте, это неплохо работать на ЗП. Никто не говорит, что это плохо, это классно. Но если предоставляется какие-то определенные, у тебя есть возможности, еще нужно. И я говорю, давайте. Они говорят, мы не верим, что это возможно. Поэтому и здесь также, Чингис, когда меня спрашивают, а где гарантия на той вечной жизни, Асель? Надо здесь жить, надо от души, там все классно. И я говорю, это то же самое. Я верю сейчас до того, как я увижу. И делая Мгм. это, я не проиграю в двух мирах. А тот, кто не верит, он выигрывает здесь, но проигрывает там. И я не хочу проиграть долгосрочку. Мне лучше выиграть долгосрочку. И вот это для меня было таким открытием. И Ван Дам также сказал, верить до того, как ты увидишь. Поэтому ты выиграешь. А если ты сейчас говоришь, я не верю в эту вечную жизнь, где там гарантия? Блин, когда ты увидишь, поздно, блин, уже все. Там нету уже вариантов вернуться, что-то потратить сейчас. Поэтому у меня такое, Чингис, пришло. Это, наверное, какой-то next level, что ли, или как, не знаю. Но бизнес продолжает расти. Продолжает, да. Прекрасно вообще. Сейчас сколько клиентов в год? О, клиентов много, клиентов много. Ну, где-то, может, под 40 тысяч. У нас база где-то больше 40 тысяч таких активных клиентов. Ну, 20 тысяч клиентов То есть 20 тысяч клиентов в в год? год, да. Это Сколько из них онлайн, сколько оффлайн? Ну, оффлайн — это когда мы собираем большие Да. мероприятия. Это там небольшая группа, может, 1000, там 2000, 3000 человек. А онлайн очень большая. У нас 28 стран обучается. Мгм. И я, когда опять говоря про рычаги, я выпустила свою программу, где я пригласила туда экспертов известных, в том Мгм. числе и я, «Миссия на миллион». И 90 дней онлайн — это как раз перед ковидом, когда я Ага. сказала, нужно идти в онлайн, чтобы брать масштаб. И они обучаются, и я сделала рычаг, то есть полностью программу записали, Evergreen, и она играет постоянно уже 10 лет, и приносит доход без То моего есть участия. 90 дней длится обучение, да? Там разные спикеры. Эксперты, в том числе и я делюсь вот так же, как сейчас, опытом Мгм. своего бизнеса, лидерство, переговоры, продажи. То есть вот эти самые основные основы, и она стала хитом. Откуда, по идее, известность вообще появилась отсюда, если честно. Когда «Миссия на миллион» начала стрелять, люди начали друг другу приходить, прибегать, рассказывать. В Казахстане начали звать Казахстан, все приглашать на интервью, телевидение, в гости все, потому что у людей пошел прорыв этот. Но оно работает без моего участия, потому что была сама идея такая, Чингис, чтобы создать то, что может работать без твоего участия постоянно. Изначально так Да, и оно вот задумывались. онлайн-запись есть, она крутится уже 9 лет, оно приносит доходы. И сколько стоит обучение? Она недорогая, там $200 стоит, через Мгм. $197, 90 дней там с экспертами и так далее. И оно вот на автопилоте. И самое крутое, наверное, до сегодняшнего дня, чем мы, наверное, больше вот гордимся, скажем так, тем, что мы не вкладываем практически в маркетинг Мгм. сейчас практически вообще, потому что есть Сарафанное большая радио. база и сарафанка, да. Ну, сейчас уже надо вкладывать, конечно, таргет и так далее, но сарафанка работает очень сильно, и они прям друг другу так рекомендуют. У нас, я всегда помню совет Вероники, которая мне сказала: не создавайте клиентов, а создавайте raving fans, ваших ярых фанатов, чтобы это были ваши такие, потому что разница между обычным клиентом и тот, кто ваш будет raving лояльный, тот, что обычный клиент дешевле предложит, он уйдет. А вот ваш ярый, лояльный, он будет все равно с вами. Неважно, сколько ему предложили дешевле или не предложили. И вот у нас вот лояльные, слава богу, альхамдулилля, у нас очень много клиентов, которые друг другу рекомендуют. 28 стран, у нас с разных стран. Кыргызстанцы, русские, казахи, узбеки со всего мира, они приходят, обучаются на программах, потом пишут такие письма. Ой, Асель, вот ваши спикеры реально крутые. Мы так обучились, так поменяли бизнес, так поменяли стратегию, так поменяли жизнь и так далее. И поэтому бизнес работает без меня прекрасно. Потому что моя цель итоговая все-таки такая была, Чингис. Когда я создала бизнес, у меня не было цели упахиваться в бизнесе. Потому что, во-первых, я женщина, у вас Мгм. мужчин по-другому. Это ваша сущность, там быть. Как бы это ваша сущность, это нормально. Я женщина, это первое. Второе, все-таки свобода опять сводится к свободе. Зачем мне бизнес? Если тогда можно не создавать бизнес, не рисковать, идти на работу крутую. Я же в Англии работала, Зарабатывать. хорошо зарабатывала. Зачем тогда? А бизнес — это все-таки это машина по генерации дохода, но свобода нужна, и поэтому я как бы больше отстранилась. Сейчас, конечно, меня ребята редко видят в офисе, хотя я даже в Бишкек, когда прилетаю, все равно редко хожу, потому что я хочу их вот как бы, чтобы они были сами самостоятельные. И бизнес продолжает работать.
А ваши клиенты, они в основном откуда? Казахстан, У нас Кыргызстан очень или... большая база с Казахстана клиенты, Кыргызстан, сейчас Узбекистан большая база, очень большая. И 28 разных стран, это Европа, это Америка, разные очень много стран. Вы не боитесь то, что ваша программа, как бы, она не дополняется новой информацией, может в какой-то момент там потерять актуальность? Вот что самое интересное. Во-первых, я ее записывала evergreen. Что такое evergreen? Это самые основные принципы, которые работают всегда в любое время, которыми я пользовалась, которыми меня обучали мои учителя, наставники. Это первое. А второе, обязательно провожу живую встречу, сессию вопрос-ответ в Zoom. Ну, это не часто, но в Zoom. И тогда они делятся, рассказывают. То есть есть у них прямой доступ иногда на живую сессию вопросов-ответ. Это когда все собираются, участники, и в Зуме. Вот почему я, кстати, голос посадила, потому что у Ага. меня была 2,5 часа встреча пару дней назад. И мы такую встречу в Зуме, они делятся, рассказывают. Там с разных стран они собираются и делятся. Круто. То есть сама бизнес-модель такая. Поэтому я говорю, наверное, я не скажу, что я коуч, потому что коуч — это больше, наверно, работа один на А один вот как-то. приходят к вам за такими В основном казахстанцы коуч-сессиями? берут, очень дорого платят за день. Бизнесмены из Казахстана, они, да, платят большие деньги за один день, допустим, но в основном казахстанцы. Но это редко. Сейчас я практически не беру, потому что, опять же, все сводится к свободе, не к деньгам. Больше время мое Мгм. ценно, время, которое можно уделить семье, поклонению Всевышнему Аллаху. Это моя самая сейчас главная цель, потому что, опять же, инвестиция туда. Я уже как бы умный человек, понимаю, здесь достаточно, все отлично. Куда еще? А туда еще недостаточно. Поэтому я хотела пожить чуть дольше, чтобы успеть наработать инвестиций, Мгм. вкласть, чтобы потом пойти спокойно, когда меня отнесут, скажем так, туда, когда мой час настанет, чтобы это было такое вот, поэтому так. Понятно. Спасибо большое, Селя. Да, Очень было приятно, очень интересно. Хочется да. пожелать вам удачи. Такой получился разговор. Монолог, На что ли, мой взгляд... получился? Нет, 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 разговор. Я считаю, Спасибо. он получился такой очень теплый, интересный. Путь, конечно, просто непостижимый. Как можно было Да это даже не домохозяйка, вы были домработница. Да? Да, давайте. И пришли вот к этой свободе. Классно. Стойте, 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 Ага. подождите. Я, как обычно, забываю вам, гостям нашим, подарить подарочек. О, спасибо большое. Нашего партнера Бакай Банк. Вау, спасибо. Да, у них там хорошие условия. Вау. Посмотрите, всякие Столько там. всего здесь презентов. Спасибо большое, Чингиз. Бакай банку тоже, кстати, хороший очень банк. Мы тоже открыли счет. Мгм. И открыли счет, потому что Бакай банк единственный банк оказался, который может принимать оплату от наших клиентов с России. У нас, кстати, много клиентов с России. Так что Круто. спасибо Ну, видите, как. огромное. Да, да, Супер. да. Удачи. Все, спасибо.